прошу прощения, вы из Москвы? Да. Наконец-таки добрались! Добро пожаловать в Ереван! Самый лучший город на всех планетах, на которых я был! В эту страну я влюбился еще в самолете, когда нас встретили во всей красе две вершины главного сакрального символа всего армянского народа. Хочу заметить, без облаков, что случается нечасто и по поверью только для хороших людей – горы Арарат. Наших 5 дней было недостаточно, чтобы полностью узнать страну, но основное я уловил – гостеприимство и теплота людей, которые витает в воздухе, история народа и количество исторических личностей, которые поражает, а чувство юмора мужского населения просто зашкаливает. Благодаря нашим гидам Диане и Рузане мы познакомились с богатейшим христианским наследием, древнейшими монастырями и храмами, самобытной национальной кухней и культурой виноделия, а также насладились природными красотами. Сразу скажу, то, что вы услышите, это максимум 10% того, что я узнал от них и попытался передать вам, но все по порядку. Я предлагаю вам старый, вкусный армянский коньяк. Он настолько старый, мы не знаем, какого он года. Тогда еще цифр не было. Кожаные стулья, на столах салфетки. Мама, и клянусь, Вася, это ресторан. Этот ресторан, я его родственник. Этот ресторан, я его мир топтал. Надеюсь, Владимир – маг и волшебник в мире монтажа, прекрасный рассказчик и просто хороший парень, будет не против, если я вас верну немного назад к ничем не примечательному водоему, которое попалось ему на глаза по пути от международного аэропорта Звартноц в центр Еревана. 16 сентября 1976 года Шаварш Карапетян, к тому времени 10-кратный рекордсмен мира и 13-кратный чемпион Европы в дисциплине подводное плавание, с братом и тренером совершали утреннюю пробежку. Буквально на их глазах проезжавший по дамбе ереванского водохранилища троллейбус оказался в воде. По официальной версии, причиной аварии стал сердечный приступ у водителя. Гораздо позже выяснилась настоящая причина трагедии. Шофер сцепился с пассажиром, желавшим выйти в неположенном месте. К моменту, когда Карапетян добежал до берега, на ходу скидывая одежду, троллейбус уже отнесло от дамбы метров на 25 и затянуло на дно. Более 20 минут в 15-градусной воде и при нулевой видимости, без перерыва ныряя, Карапетян, иногда даже не всплывая, передавал брату людей, чтобы снова уйти на глубину не менее 7 метров. Таким образом, Шаварш сумел вытащить 46 пассажиров из 92, 20 из которых удалось вернуть к жизни. Впоследствии эксперты признают, никто на свете просто физически не смог бы сделать того, что сделал тогда Шаварш, который мог не просто быстро плавать, но и задерживать дыхание на 5 минут. Хочу напомнить, что перед трагедией он с командой пробежал 7 кругов, а это 21 километр, с грузом в 20 килограммов. Сам герой, сотворивший невозможное, говорил, что ему долгое время снилась кожаная подушка сиденья троллейбуса, которую он во время последних своих погружений, уже теряя сознание, вытащил на поверхность, приняв за человека. А потом еще корил себя, что этим лишил кого-то шанса на спасение. Его остановили люди, сказав, что дальше уже нет смысла нырять, так как последние 10-15 человек были уже мертвыми. Мало того, он еще успел зацепить трос спасателей за утонувший троллейбус. Из-за тяжелейшей пневмонии на грани заражения крови, происшедшее из-за порезов об заднее стекло в грязной воде, в которую поступали отходы жизнедеятельности столицы Советской Армении, он провел на больничной койке 45 дней. Вернуться в спорт было делом почти нереальным. И тем не менее, он вернулся, чтобы уйти красиво. Через год после трагедии он установил свой последний, 11-й мировой рекорд. О его подвиге большая страна узнала только через 6 лет после статьи в «Комсомольской правде». Не любили в те времена писать о катастрофах. В Советском Союзе
Спасательные службы не могли оказаться беспомощными, а когда узнала, в Ереван пошли десятки тысяч писем с благодарностью, на которых был простой адрес: Армения, город Ереван, Шаваршу Карапетяну. Красоты за 5 дней бы успеть. Это жить ради веры, ради семьи, ее больше жизни любить и принять. Это стойкость и смелость и нрав, ударом судьбы тот народ не сломить. Это ветерана великой горы, это гордых предков святая земля. Это верить в победу и клясться горам: ты держись, я верну тебя. Но спасения нет, если ты подлый враг. Это ум и проверка на прочность людей. Это удаль мужчин и свободы маяк, мой Ереван. Камни, что стороны стоят на скале, край героев, Господне творенье. Это вера и жизнь, это смерть на кресте, это гордое имя Армения. Это люди, которых ничем не сломить. Это души не знают смятенья, и назло бедам всем продолжают любить, только в храме склоняют колени. Когда главный архитектор Армении и Еревана Таманян, о нем чуть позже, думал о здании оперы, в его планы входило иметь круглую, как тарелка, сцену посередине разделенной стеной, которая должна была подниматься, и тогда два зала объединялись в один. Но для того, чтобы сцену можно было сделать еще больше, например, для спортивных состязаний, ведь когда Таманян это проектировал, не существовало стандартов футбольных полей. Партер оперного театра должен был поворачиваться вокруг своей оси, стулья оказывались внизу, и эта часть становилась продолжением сцены. Поэтому под оперным залом глубокие подвалы. Там минус 3 этажа вниз, причем метров на 8-10. Сейчас там склады, а всего здание оперы 15 этажей. Замысел Александра Таманяна, который приехал в Ереван в 1919 году, был создать город-сад. Изначально ее автором был английский градостроитель Эбенезер Говард. Идея заключалась в том, что строился центр, вокруг него располагалось кольцо садов, а дальше промышленная зона, и все это было визуально ориентировано на двухглавый библейский Арарат, символ тысячелетиями живущих вокруг него армян. Генплан был утвержден 3 апреля 1924 года. В советское время Арарат уже был вне состава Армении, но Таманян решил не менять план. Ему приходилось много перемещаться по городу, контролируя стройки, испытывая постоянную жажду. Так в городе было открыто около 1500 уличных фонтанчиков-полпулаков, бьющих прямо из горных подземных ключей. После смерти Таманяна в 1937 году в Ереван приехали Берия, Маленков и Микоян, который привез с собой нового главу Армянской ССР Григория Арутюнова. Микоян устроил армянскому руководству разнос, смысл которого заключался в том, что в случае нападения Турции на Армению ереванцы окажутся в мешке, так как из города был всего один выезд – с севера. В итоге на новом генплане появилось 2 новых проспекта, и вся его композиция, в котором явно прослеживалось почитание Арутюновым своего патрона Иосифа Сталина, была переориентирована с южного направления на Арарат на северное, где доминантой был монумент Сталина, который демонтировали только в 1962 году. Вернув
Вернувшись из ссылки в 1955 году, архитектор Мазманян придумал новую концепцию Еревана – город Подсолнух. Идея заключалась в следующем. Центр города – это сердцевина подсолнуха, к которой со всех сторон прикреплены лепестки в виде небольших поселков-сателлитов. Все они были построены в 20-х годах для беженцев после геноцида армян 1915 года. Постепенно они вошли в черту города. В том же году Хрущев, пришедший к власти, выпускает постановление о ликвидации излишеств в архитектуре и строительстве, положившее конец сталинскому ампиру, так как после войны в стране нужно было строить много дешевого жилья. Это постановление перевернуло всю советскую архитектуру, и в первую очередь Еревана. Архитекторы как будто впервые открыли для себя бетон. Это повлекло строительство монументальных зданий, сделав Ереван настоящей столицей. Этот процесс продлился до конца Советского Союза. В 90-х годах город продолжили достраивать в хаотичном порядке. Каждый строил себе дом по своему вкусу и возможностям. Могли, к примеру, самостоятельно достроить себе балкон, сносили то, что было на этом месте. В связи с этим в городе невозможно найти дом, которому больше 100 лет. Также здесь были нередкие разрушительные землетрясения. Поэтому Ереван часто называют древним городом без древностей. В разные годы своего существования Ереван был разных цветов. Досоветский – это цвет глиняных стен. В 30-е-40-е он стал желтовато-белым цвета зданий ЦК. Потом Ереван порозовел. И не потому, что это было красиво, а потому, что туф – самый дешевый строительный камень. Хотя в начале 20-го года тоже использовался туф, но уже черный. Потом наступил период архитектуры модерна, когда Ереван стал серым. Это цвет бетона. Кстати, розовых оттенков у туфа целых 5. Сегодняшний Ереван не имеет своего цвета. Добавлю немного профессионализма в дикторском искусстве, так сказать, озвучки, а также некоторую информацию, о которой Владимир не упомянул. В городе есть свой относительно молодой метрополитен, который был открыт 7 марта 1981 года. Состоит из одной линии, на которой находятся всего 10 станций. В советское время считалось, что архитектура должна быть национальной по форме и социалистической по содержанию, и очень многие архитекторы прибегали к разным уловкам. Ярким примером служит вход в постамент мемориала «Мать Армения» с 19 ажурными розетками, вырезанных из камня. Всюду цветки, а в середине 5 лепестков, как пятиконечная звезда. Именно стилистика 50-х, начала 60-х годов в виде множества элегантных барельефов, розеток, зданий, домов с балконами и окнами, украшенных тонкой резьбой по камню, создают ту прелесть и неповторимость красоты Еревана, которую мы наблюдаем сегодня. Свобода площадь всем своим масштабом туристов неизменно поражает. И лестница, сложенная каскадом, как будто в само небо увлекает. Так Ереван красив, не оторваться. Здесь для певцов, художников раздолье. Мы городу желаем развиваться и держать рост бюджета под контролем. Заводской мечты Арарат своей продукцией известен. Он ценен, словно бриллиант, со всеми звездочками вместе. Людей радушнее не найти, чем население Еревана. Так тоже будет храбрости и развиваться постоянно. Всех восхищает роскошь Еревана, будто из золота построен город весь. Стремятся ввысь поющие фонтаны, раскинулись проспекты, важно здесь. Тут люди все друг друга уважают и также почитают алфавит. Ему даже аллею посвящают, которая из букв вся состоит. Какой коньяк, Большой, рад и мал. таких напитков не найти нигде. Пусть процветает этот город дивный, и скинулись в проспекту в Агатесь.
Если вы окажетесь в Ереване, нельзя не посетить город Багар-Шапат, находящийся всего в 20 километрах, более известный как Эчмиадзин, являющийся духовным центром армянского народа. По пути в монастырский комплекс, на территории которого находится древнейший христианский храм в мире, мы заехали в церковь Святой Репсиме, построенную в 618 году. В конце III века Армения предал могучий царь Тордхат III, который был ярым противником христианства. И тут римский император Диоклетиан пишет письмо, что 37 римлянки, христианки, убежали из Рима, находятся в Армении. Надо найти их и убить. Но среди них есть одна девушка по имени Репсиме, в которую был влюблен римский император, и требует от армянского царя вернуть ее обратно. Про Диоклетиана вы, наверное, слышали. Был такой римский император Диоклетиан. Кстати сказать, очень приличный император. Так вот, так сказать, в самый расцвет своей империи он вдруг отказался от власти и удалился к себе в деревню. А когда из Рима приехали, чтобы просить его вернуться к власти, он сказал: если бы вы видели, какую я вырастил капусту, вы бы перестали меня уговаривать. Вот Тордхат тоже начинает поиски, находит эту девушку, без памяти влюбляется, предлагает жениться. Но девушка не захотела выйти замуж за языческого царя и отвечает отказом. А царь, который был очень сильным, не привыкший получить отказ, решает силой овладеть этой девой. Репсиме, понимая, что она не может противостоять такому сильному, мощному человеку, который, участвуя в гладиаторских играх, голыми руками разбил шею быка, она начинает молиться, просить Бога о помощи. В ответ Бог отправляет своего ангела. И почти час длилась их борьба. Но когда она толкнула царя, и он упал на землю, это был позор для царя. Он приказал жестоко убить не только Репсиме, всех остальных дев. Вот ее именно на этом месте убили. За 13 лет до этого Григория заточили в яме. Он, сидя в яме, у него было видение, он все это видел, он понимал, что происходит. После того, как Тордхат убил всех этих дев, он становится одержим бесами. Ни одни лекари, врачи, знахари, приезжающие со всего мира, никто не может лечить Тордхата. Ангел говорит, единственный человек, который может спасти твоего брата, это Григорий, который заточен в яме. И по приказу сестры его поднимают. Он лечит своими молитвами Тордхата. Тордхат понимает немощь каменных идолов и принимает живого Бога. В Армении объявляет христианство как государственная вера. И они с Тордхатом ходят по этим местам, собирают останки этих дев. Вот здесь была убита одна Репсиме. Ее тело не испортилось, осталось в таком же виде. Здесь же она похоронена. На ее могиле построили маленькую часовню, а позже, уже в VII веке, один из наших католикосов построил вот этот прекрасный храм крестово-купольной формы. И здесь очень много интересных архитектурных деталей, которые применены впервые в Армении в VII веке. Например, вот смотрите, вот эти ниши. Это именно нейтрализующие зоны, которые охраняют сооружение от ударов. Здесь рядом с куполом есть башенки, они тоже нейтрализующие. То есть у архитектора армяне умели строить. Настолько умели строить, что храм уже удивляет своей красотой 1600. Пройдя главные ворота Эчмиадзинского монастыря с изображением царя Тордхата III и крестителя Армении святого Григория Просветителя, ставшим ее первым католикосом, мы двигаемся к древнейшему христианскому храму, построенному в 303 году. Через 2 года, как царь Тордхат III получил исцеление, крестился сам и провозгласил христианство государственной религией Армении. Согласно легенде, Григорию явился Иисус Христос и со словами «Здесь воздвигни мне храм» ударил молотом по месту, где находилось языческое капище. Потому храм был назван Эчмиадзином, что означает «сошел единородный». Также на территории монастыря на протяжении 6 веков непрерывно, начиная с 1441 года, размещается резиденция католикоса всех армян.
музее-сокровищнице хранится множество христианских раритетов, среди которых кусочек Ноева ковчега и копье римского легионера Лонгина. Его еще называют копьем судьбы, которым Иисусу была нанесена рана в область сердца. В христианском мире насчитывается 4 копья Лонгина. Одно хранится в Вене, второе в Ватикане, третье в Кракове, но уже доказано, что оно является копией венского, и четвертое здесь, в Эчмиадзине. В Ереване был такой бум, что спустя 2 года на холме Цицерна-Кабет построили памятник жертвам геноцида. Это как бы древо жизни, начало жизни, которое основал Хайф, предводитель всех армян. Потом идет могущественное царство. Потом наступает ужасный период геноцида. Вот этот Хачкар состоит из многочисленных крестов, больших и маленьких. Но после этого наступает возрождение. И здесь крест изображен в виде мира, и орел – символ победы. Когда Христа подносят в храм, а там святой Симон Долгожитель встречает их. В Библии это очень интересная история. Он не умирал до той поры, пока не увидит Спасителя, потому что он был ученым, который переводил Библию в библиотеке Александрии. И когда он читал «Дева родит ребенка», он подумал, что там ошибка, и перевел, что женщина родит ребенка. И перед его глазами опять слово изменилось – «дева». И ангел ему ведал, что раз ты не веришь, ты проживешь до той поры, пока этот момент увидишь. Это как раз тот момент, когда он берет младенца в руки и говорит: наконец-то настал мой час, и я приветствую. Люди строили этот храм. Это было нечто удивительно красивое, потому что на фоне гора Арарат, она спряталась в облаках. И здесь территория утопала в абрикосовых деревьях. Это было нечто удивительное для 7 века. Состоял из 3 этажей, круглое здание. И настолько был красивый храм, что при освящении, когда здесь присутствовал византийский император, ему захотелось такую же красоту иметь у себя в Константинополе. И он с собой забрал архитектора, который по пути, по неизвестным причинам, скончался. Все верхние этажи упирались на 4 колонны. И бог письменности у нас был, и у нас бог гостеприимства, который очень жестоко наказывал, которые нарушали закон гостеприимства. На этом месте как раз стоял языческий храм. Когда Григория подняли из ямы, его из Хорграпа привели сюда. Он с Тортатом встретился именно здесь. Он своими молитвами именно здесь изучил Тортат. 7 век до нашей эры. И здесь клинописью царь Муса II оставил надпись о том, что он здесь построил храм, здесь построил поселение, провел водоканалы, это было очень важно, посадил виноградники. И в надписи он оставил проклятие тому, кто посмеет все это разрушить или стереть эпидемию со своим. Урартское Ванское царство, которое просуществовало с 9 по 6 век до нашей эры, про которого в мире было забыто. И миру про это царство открыл ученый-востоковед Борис Петровский. Он был директором Эрмитажа. Когда он приехал в Армению изучать раскопки комплекса крепости Эребуни, откуда зародился город Ереван, нашему городу целых 2804 года. И как раз изучая руины античного слоя нашего города, он открыл миру забытое царство.